Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Сегодня у нас подборка ароматов для свиданий. Это те ароматы, которые будут собирать комплименты, будут оставлять за собой запоминающийся шлейф и поддержат романтичное настроение. Прежде чем приступить к теме видео, напоминаю, что сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным вы можете, используя мои промокоды. Промокод 10 Мале дает скидку 10% в интернет-магазине парфюмерии и косметики Рандеву, действует от 2500 рублей. Также используйте мой промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Арома Бутик. Он действует от любой суммы заказа. Все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает мою подборку аромат, который собирает регулярно массу комплиментов. Это Majesty от Arabesque. Это просто нежнейшая женственная композиция, в которой сочетаются и фруктовые ноты, и очень красивая пудровая ваниль, и теплые специи, и амбра. Это очень красивая гурманика, при этом не уходящая в приторность. Это тарелка сочных фруктов. Это спелый ананас. Все это посыпано ванильной пудрой. От теплоты и уютности аромату добавляют специи. Здесь красивая тягучая бальзамическая сладость присутствует. Очень красивая здесь амбра, которая подогревает всю эту композицию. Здесь есть и приятная кислинка, и сладость, которая звучит очень тактично, очень мягко за счет вот этой дымки из ванильной пудры. И все это уходит в такую притягательную амбровую теплоту. Аромат очень воздушный, в нем есть и свежесть за счет вот этих фруктовых нот, за счет кислинки, за счет сочности ананаса. Да, аромат очень теплый, очень уютный и комфортный, в нем есть какая-то бархатистость, в нем есть какая-то пудровая текстурность. Фиалка делает аромат еще более пудровым, еще более нежным. То есть это такая очень тактичная, очень мягкая, комфортная гурманика, не переслащенная, не приторная. Здесь есть легкое цветочное обрамление, которое делает аромат еще более женственным. Но по большей части для меня эта композиция про сочные фрукты, про тропические фрукты под облачком ванильной пудры. Это очень красиво. Аромат понравится большинству однозначно. И у него хорошие технические характеристики. Есть и стойкость, есть и шлейф. Такая комплементарная, очень женственная история на любое время года. И на свидание, мне кажется, это прекрасный вариант. Обязательно присмотритесь. Следующий аромат – это Kissing Burns от Kilian. Я познакомилась с ним на слепых затестах, и как же он мне понравился. Стартует он очень нежными белыми цветами в переплетении с кислинкой цитрусов. Очень жизнерадостный такой позитивный старт, обволакивающая белоцветочность, то есть это просто охапка весенних белых цветов. И все это подсвечено очень сочными цитрусами. Здесь яркая нота бергамота, насыщенный ландыш. И дальше появляются оттенки гурманики в этом аромате. Но эта гурманика не прямолинейная. В аромате по мере раскрытия появляется очень красивая нежная лактонность, пудровая ваниль и сочетание ноты молока с ванилью. Все это так нежно, так обволакивающе звучит, но при этом аромат не уходит в какую-то прямолинейную десертность, в аромат на тему каких-то сладостей. То есть, да, здесь считывается вот этот гурманский намек, и аромат при этом еще очень теплый. Такой мягкий, такой он комфортный, как будто в стакан теплого молока окунули стручок ванили, и вокруг благоухают белые цветы, свежие весенние белые цветы. Аромат, под который хочется надеть платье. Аромат, с которым хочется быть женственной, как будто он вот эту женскую энергию возводит в квадрат. Он действительно очень нежный, очень мягкий. Мне очень нравится переплетение ванильной пудровости, лактонности и белоцветочности. Здесь также заявлена нота розы, но я ее здесь практически не слышу. Для меня здесь все-таки достаточно яркий ландыш, но я бы даже сказала, что для меня здесь скорее абстрактная, такая пышная, уютная белоцветочность присутствует в обрамлении цитрусов, которые дают какой-то сочности, которые дают той самой приятной кислинки, которая поднимает настроение, которая заряжает как будто на удачный день, на удачное свидание. И вот эта нежнейшая молочно-ванильная нега, в которую аромат
уходит. Очень теплый, очень женственный, нежный, обволакивающий, обнимающий какой-то аромат. Я считаю, что это прекрасный вариант, чтобы пойти на свидание. Он будет и вам поднимать настроение, и создавать вокруг вас такую уютную женственную ауру. И, конечно же, он будет собирать комплименты. Следующий аромат – это Honor от Amouage. Я просто не могла не включить его в сегодняшнюю подборку, потому что для меня это просто ода женственности. Этот аромат будет врезаться в память, будет собирать комплименты, будет вас обволакивать своим пышным таким белоцветочным шлейфом. Это очень глубокая, очень насыщенная композиция на тему белых цветов. Его часто называют ароматом невесты. Наверное, по той причине, что это действительно женственность во флаконе. Это очень красивые, прохладные белые цветы, причем это очень объемный букет белых цветов здесь у нас. И гордения, и тубероза, и ландыш, и жасмин. И вот эта прохлада и некоторая отстраненность белых цветов здесь подсвечивается и подогревается смолами, амброй, кожаным аккордом. И по мере раскрытия он действительно подогревается, в нем появляется много теплоты. И на протяжении всего звучания аромат для меня играет переливами между прохладой вот этих белых лепестков, свежестью зеленых стеблей. И все это очень красиво подсвечивается теплотой смол, дымности легкой, кожаными аккордами и специями. Аромат на коже очень красиво запудривается, он в себе сочетает и нежность, и некоторую строгость. Возможно, именно этой игрой на контрастах он так и притягивает к себе. Прекрасный шлейф, прекрасная стойкость, и это самый красивый букет белых цветов во флаконе из всех, с которыми я знакома. Прекрасный аромат для свиданий, который придаст уверенности в себе, и есть в нем такое качество. Следующий аромат – это абсолютный афродизиак от Initio. Как же он мне нравится! Ну, не зря у него такое название, конечно же, оно абсолютно оправдано. Это абсолютно завораживающая, соблазнительная композиция, в которой очень красиво переплетается ваниль, не гурманская ваниль, а такая насыщенная, стручковая, с очень теплой, практически раскаленной амброй, с такой тягучей смолистостью, с благородным кожаным аккордом и легкой, едва уловимой анималикой. Здесь есть умеренная животинка, которая добавляет теплоты звучанию. И в целом для меня это очень теплая композиция и очень чувственная. Здесь есть и белоцветочные аккорды, которые добавляют нежности и женственности. Но по большей части для меня это очень красивое трио ванили, кожи и амбры. Это амбра, которая обволакивает, окутывает. Это ваниль, которая соблазняет, которая забирает вас в свои объятия и не хочет отпускать. Вот такой это аромат. При этом звучит это дорого, звучит это благородно. Насыщенный густой аромат с прекрасной стойкостью. Для меня здесь просто идеальное сочетание амбры с ванилью. Тоже он очень красиво запудривается на коже. Он вроде бы и такой нежный, и бархатистый, но при этом вот эта чувственная обволакивающая теплота, которая просто вас не отпускает. Аромат, в который сложно не влюбиться, особенно если вы любители таких ванильно-амбровых композиций. Обязательно познакомьтесь. Я считаю, что это идеальный вариант для свиданий. И завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат Gentle Fluidity Gold от Maison Francis Kurkdjian. Практически полностью сносила пробник и мечтаю о полном размере, конечно же. Для меня здесь очень красивое переплетение нежнейшей ванили с теплой карамелью и с хвойными оттенками. При этом этот аромат не уходит в откровенную гурманику. Наверное, как раз-таки за счет вот этих хвойных нот, за счет ноты можжевельника. Такая уютная лесная прохлада с одной стороны, буквально ощущается аромат вот этих прохладных хвойных иголок. При этом здесь есть согревающая пряность мускатного ореха, тягучая сладость карамели, и это теплая карамель, и нежнейшая ванильная дымка, опять же. Для меня здесь красивая контрастность теплых и холодных нот, теплота ванили, карамели, мускатного ореха и прохлада хвойного леса.
Эта хвоя не уходит в мужскую сторону, в одеколонистость, аромат для меня про абсолютную женственность. Мне кажется, что здесь нота можжевельника, древесно-смолистые оттенки, они облагораживают аромат, делают звучание дорогим, добавляют какого-то лоска и успокаивают вот эту ванильно-карамельную историю, за счет чего аромат не уходит в гурманику, все-таки упоительно красиво, звучание дорогое, звучание роскошное, звучание максимально женственное, вот эта тактичная, уютная сладость, обволакивающая, опять же, такая амбровая теплота здесь очень красивая. Этот аромат прекрасно раскрывается в любую погоду, и он будет собирать комплименты, в этом вы можете не сомневаться. Однозначно рекомендую его как аромат для свиданий. Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы для свиданий, а также, что думаете об ароматах из моей подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.